потому что на сцену мы приглашаем Юрия Шевкуненко. Аплодисменты. Сейчас меня подключат, включат вот эту картинку. Сориентируюсь по точкам. Камеры там. Нас сегодня на весь мир транслируют, поэтому надо быть аккуратным. В какую-то зону попаду неправильно, наверное. Я могу начинать. Меня зовут Юрий Шевкуненко. Вот эта штука не работает. Сейчас ее подключат тоже. Видите, после обеда как? Правильно сказали, после обеда. Есть две зоны, где лучше всего не выступать. Перед обедом, когда кушать хочется, когда вали отсюда, мы есть хотим. И после обеда, когда начинает работать желудок, а не мозги. Вот и начал, и финиш как раз. Не работает. Обещали, будет работать. Ну, раз попал, так попал. Давайте я пока расскажу что-нибудь, пока не настрою. На следующей картинке будет мой портрет. И три, скажем так, этапа моей жизни. Нет, это не та картинка. Здесь нет моего портрета. Первый этап – это был технический институт. Когда я работал, учился в техническом институте, я параллельно занимался театром и музыкой очень сильно. И когда закончил технический институт, я утром и днем работал как инженер-конструктор, а вечером я выходил на сцену с профессиональными актерами. Все это дело прекратилось, когда меня забрали в армию через 2 года. После армии я закончил Академию художеств в Латвии и поменял абсолютно профессию. По крайней мере, вы теперь знаете, как меня зовут. Некоторые путают. Это уже давно, уже 2 года. Так вот, поменяв профессию, я стал графическим дизайнером, но ненадолго, потому что все, что мне раньше нравилось, догнало меня, и меня отправили работать в рекламу, в профессиональную рекламу. А там был и театр, и музыка, и кино, и работа с профессиональными фотографами, и с профессиональными агентствами. То есть все то, что я до этим занимался, я занимаюсь уже после окончания Академии художеств. Поэтому сегодня я буду рассказывать не только то, что я увидел, или то, что я прочитал за последние 2-3 года в интернете, а то, чем я занимаюсь последние 45 лет. Это опыт 45 лет. Предыдущий наш тренер нам сказал: расскажите о своем опыте. Так вот, опыт 45 лет. Тема, на которую я осмелился, называется «Как произвести первое хорошее впечатление». Это абсолютно не связано с графическим дизайном. Абсолютно. Но это связано с рекламой. Для разминки. Я не буду сейчас спрашивать ваше мнение, кто это такой, ваше отношение к нему. Я хочу, чтобы вы сами это сделали, потому что если мы будем бегать с микрофонами, у нас очень много тут стран, очень много переводов, мы запутаемся, мы потеряем только время. Поэтому сами определите, кто на этой территории хозяин. Кто хозяин в этом курятнике. Почему? Он нам ничего не говорит. Это просто курица мужского рода. Но у него взгляд орла, грудь орла, хвост и растопыренные лапы вот так стоят. И мы только по этой картинке сразу даем ему определение, хотя он ни слова не сказал. Еще для разминки. Абсолютно одинаковая ситуация. Абсолютно 2 антуража. Посмотрите, видите, у них и полочки, и стол одинаковый. Я закрыл только лица этих женщин. Теперь ответьте на вопрос, кто из них начальник? Альфа женщина или бета? Бета. Ну, понятно. Теперь я скажу, почему вы так решили. Во-первых, руки. Здесь закрытые руки. Здесь стесняющиеся руки. Здесь посмотрите, какая красивая поза у женщины. Она свободна. Она держит ручку вот так. Потом нижняя ручка. Там зажата, здесь пальчик указующий. Она пальчиком показывает.
что она указывает на что-то. Но самое главное здесь то, какое пространство создает каждая из этих женщин. Эта женщина подъехала вот так к столу. У нее стол около живота. Эта женщина отодвинулась от стола. Она создает вокруг себя пространство. Вот к этому мы еще вернемся. Я буду в середине рассказывать именно, как создать вокруг себя пространство и для чего это надо. Лет 15 назад меня пригласили в один офис очень солидной компании, связанной с транспортом, представить директору. Офис выглядел приблизительно вот так. Почти такой же вид. За столом вот здесь сидела женщина, соответственно, одета, соответственно, со вкусом, как весь офис. Меня представил секретарь, делопроизводитель. И второй мужчина, который сидел здесь, в сером пиджаке, похожий на бухгалтера. Когда я вошел сюда в зал, вот вернее в офис, женщина из-за стола встала, внимание, первый пункт, встала, прошла вот сюда ко мне, сделала несколько шагов, протянула руку, мы с ней поздоровались, нас представили, потом она развернулась, внимание, она повернулась спиной, сделав несколько шагов туда, и мы одновременно сели. Я для себя решил сразу, этот человек самый компетентный, самый знающий, лучше всех разбирается в теме. И я очень серьезно ошибся. Через некоторое время я понял, что это была серьезная ошибка. Самый главный был вот этот мужчина в сером пиджаке, он был председателем правления. А она создавала впечатление, что она самый знающий. Более того, она там была всего неделю. Она неделю всего раз работала. Но у меня сложилось вот такое мощное впечатление. 30 секунд встречи. Встали, подошли, поздоровались и разошлись. Вот сегодня я буду говорить почти 1,5 часа об этих 30 секундах вашей жизни и нашей жизни, которую мы проживаем, и очень важных 30 секундах. Если я или любой из вас выходит на сцену или входит в зал, или входит в аудиторию к студентам, или входит к своему начальнику, или к любому другому вашему будущему инвестору в кафе, через 7 секунд женщины мгновенно понимают, кто к вам зашел. Вот я зашел, даже если кто-то из женщин меня не знали, через 7 секунд они знали, так, статус, состоялся, не состоялся, женат, не женат, следит за ним женщина, не следит за ним женщина и прочее. Женщинам хватает 7 секунд, мужчина в этом деле более заторможен, им нужно 30 секунд. За 30 секунд люди создают свое впечатление, чужой ты или свой. Если профессиональный спикер или профессиональный политик может создать за первые 30 секунд о себе мнение, то это совершенно правильный ход. Вот этот самый первые 30 секунд. Есть такая русская пословица «встречают по одежке», Артем любит ее говорить, «а провожают по уму». А вы представьте, за 30 секунд вы должны открыть свой богатый внутренний мир. Это же невозможно. Поэтому вот это вот «встречают по одежке» мы будем рассматривать тоже по одежде. В 1960 году состоялись дебаты между Кеннеди и Никсоном. Это были первые дебаты, которые проходили по телевидению. Одновременно, параллельно была трансляция по радио. По телевидению Кеннеди выглядел явно лучше. Он был загорелый, молодой, легкий. Никсон был после операции, после больницы, на нем плохо сидел пиджак, он себя плохо чувствовал. Те, кто смотрели телевидение, 80% проголосовали за него. Те, кто слушали радио, был абсолютно обратный эффект. 80% проголосовали за Никсона. Вот именно с этого момента можно считать, что начался отсчет того времени, когда стали разбираться, в чем же это дело. Лет через 7-8 Альберт Меграбян, это американский ученый,
сделал определенный эксперимент, он собрал женщин, он одел, по-моему, их в одинаковые костюмы медицинские, чтобы создать равные условия общения, и определил вот такую таблицу, которую достаточно многие уже знают. Отношения вербальных и невербальных коммуникаций. То есть слова в нашем общении занимают, в их общении, еще хочу сказать, в том эксперименте, занимали всего 7%. 55% занимали жесты, жестикуляция, позы и 38% тембры. Тембры я сейчас продемонстрирую. Представляете, я буду вам говорить, я очень хороший художник, я замечательный дизайнер, очень дорогой. А если я скажу, я очень хороший художник, очень дорогой. Чувствуете разницу в цене? Только по тембру. Вот так дорого, а вот так очень дешево. Но я не буду говорить об этом, я буду говорить о невербальной коммуникации как можно больше. Потому что, помните, я говорю, первые 30 секунд. Там мы еще не успели определиться, кто как разговаривает, у кого какие тембры. Итак, невербальная коммуникация, там очень много входит. Вот это все. И жест, поза, мимика, взгляд, осанка, внешний вид, запах, шум. Здесь английский перевод есть. Я возьму только то, что касается 30 секунд, не все. Вот шум, например, там что-то еще. Лучше всех по этому поводу сказала Коко Шанель. Эту фразу приписывают и английской пословице, эту фразу приписывают американскому комику. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Не будет второго шанса произвести первое впечатление. Блестящая фраза совершенно. Сегодняшний рассказ или сегодняшнюю лекцию, наверное, лекция, это не будет тренинг, хотя вы будете тоже и вставать, и ходить. Я решил сделать вот каким способом. Я взял классическое, блестящее произведение, великолепного американского драматурга, писателя Марка Твена. Пигмалион. Пигмалион и американскую голливудскую версию с участием Одри Хепберн. Ее почему-то считают британской актрисой, но я знаю, что она родилась в Нидерландах. Так, Кат? Она в Нидерландах. Yeah. Ага. Так вот комбинация этих прекрасных людей и голливудский фильм «Моя прекрасная леди». Скажите, кто смотрел этот фильм? Он очень старый. Поднимите руки, мне хочется знать. «Моя прекрасная леди». Поднимите руки, я жду перевода. Ага, половина уже знает. Сюжет такой, очень простой. Для тех, кто не знает, расскажу. Два джентльмена, профессор Хиггинс и полковник Пикеринг решили сделать из простой продавщицы цветов за полгода женщину высшего света. Путем обучения просто каким-то вещам, даже не тем, что нужно говорить, а как нужно говорить. Профессор занимался лингвистикой, произношением английских фраз, и полковник прекрасно разбирался в пластике, потом это будет видно. Вот это основы сюжета. Сейчас я расскажу, вам будет понятно, почему я взял этот сюжет как скелет. И почему он вам нужен будет, именно знание этих особенностей, именно вот в эти 30 секунд. Во-первых, нужно себя подготовить ко входу в любую аудиторию, подготовить к себя. Перед тем, как открывается дверь, открывается занавес, я вхожу, здравствуйте, растопыриваю руки, показываю открытие ладони, я еще стою там в коридоре, я должен себе сделать состояние, в котором сейчас... Год назад я узнал ресурсное состояние, нам сказали такое, в ресурсном состоянии. Сейчас будем готовиться, после обеда как раз сейчас будем поднимать, сейчас вы что-то перевариваете. Сейчас доперевариваете до этого состояния. Итак, когда женщина радовалась, она поднимала руки. Она заработала мелкие деньги, она обрадовалась, подняла руки вот так. Когда пошла учиться, профессор, радостный от того, что у ее ученицы что-то получается, он тоже поднимает руки. Это люди разных статусов. Они одинаково радуются. Это Мария Шарапова. Она вообще теннисистка. Она радуется своей победе вот так.
определили, что даже люди с рождения слепые свою радость выражают вот таким жестом. Вот таким. А когда им грустно, они вот такие, они зажатые. Они собираются. Они собирают свое настроение. Эмми Кади, американский исследователь, блестящие, совершенно интересные лекции, можно почитать, посмотреть в Ютубе, на Теди есть и русские переводы, и на все языки, и английский оригинал. Я специально вывел сюда на экран, чтобы вам было понятно. Посмотрите, у него прекрасное выступление. Что они определили, что определила вот эта блестящая женщина? Что не только настроение влияет на наши жесты, но и жесты могут влиять на настроение. То есть, когда мы зажаты, у нас понижается уровень тестостерона, настроение падает. Вот посмотрите, когда я сейчас езжу иногда в общественном транспорте, я могу себе позволить ездить днем, когда едут пожилые люди на базар или молодые. Они молодые сидят вот такие все. Пожилые, потому что они не умеют пользоваться, другое поколение. Они сидят вот такие, они более радостные. А молодежь вот сидит такая. Так вот, если вот сесть в такое положение, перед экзаменом, не вот в такое, то вы получите больший эффект от своего выступления на экзамене, на лекции, чем когда вы будете листать свой конспект или смотреть в мобильный телефон. Сейчас будем учиться создавать первое ресурсное состояние. Посмотрите на этих спортсменов, они все выиграли. Сейчас все вот встанут вот в такую позу. Руки вверх, может держать эти самые, все встанут. И вот так вот, как звезды. Итак, встали. Все встали. Так, обед надо протрясти. Руки поставили вверх. Подняли нос вверх. Нос вверх. Как нос вверх, выше? Вот так. Подумали о том счастливом, где вы выиграли, где выиграли ваши дети, где выиграли ваш клан, ваша семья. Вот так вот, постойте, подумайте, попрыгать можно, покричать. Я иногда кричу, вот так вот, но здесь кричать не будем, всех перепугаем. Все, запомните эту, сели, спасибо. Это первое, через 2 минуты вот такого состояния у вас повышается уровень внутреннего достоинства, и прекрасное настроение появляется. Это первый вариант, как поднять свое ресурсное состояние. Сейчас будем делать второй вариант. Помните, я говорил, женщина вокруг себя создавала пространство. Вот внизу цари, императоры, короли, их рисовали, и они сидели вот так. Они создавали большое пространство вокруг себя. Руками, палками, одеждой, то есть они создавали большое. То есть большой человек должен занимать больше пространства. Кстати, когда вы выходите на сцену, здесь небольшое пространство, я могу вполне достаточно обходиться 2 точками. Если большая сцена, вам волей-неволей придется ходить туда-сюда и махать руками, чтобы создавать большое впечатление. Это мой любимый актер Иннокентий Смоктуновский, это российский актер. Там его одна из самых первых ролей, он играет Гамлета. Один из лучших Гамлетов мирового кинематографа. Посмотрите, как сидит этот человек. Это принц датский. Вот он. Не эти два, а именно тот. Видите, как он сидит? Он сидит как принц. Это он же, но значительно старше, играет премьер-министра Англии в «Шерлок Холмсе». Посмотрите, как здесь он сидит. Тоже раскинул руки, поднял нос. Рука как будто лежит на документе или на глобусе, то есть опять вокруг себя создает вот это впечатление. Я называю вот эту позу «наглый принц». Вот если вам захочется создать ресурсное состояние перед тем, как вы выходите, вы можете в фойе, лучше всего делать, сесть на кресло широкое, расставить руки, как наглый принц, и посидеть в этой позе наглого принца 2-3 минуты. У вас поднимется все, что нужно подняться, и вы выходите в ресурсном состоянии на публику, в кабинет начальнику или к студентам, или даже к инвестору, который должен прийти через 2-3 минуты. Вот это второй вариант создания ресурсного состояния. Итак, первое – это звезда спортивная, второй раз – это наглый принц. Я еще хотел чуть-чуть остановиться на этом же кадре. Ну, раз, как говорится, чтобы 2 раза не вставать,
произнеся тост. Это грузинские тосты, да, чтобы 2 раза не вставать? А, Давид? Не знаешь, что это? Чтобы 2 раза не вставать и не произнести тост, посмотрите на уровень носа этого премьер-министра. Он чуть выше. Видите? Туда ушел. Вот туда нос ушел. Вот по этим 2 картинкам видно, кто начальник, а кто подчиненный. Кто в подчиненном состоянии, кто нет. Будьте внимательны. Это очень важно. Я замечал, что наши спикеры из СКВ делают эти ошибки. Люди, которые маленького роста, ну, небольшого роста, они по жизни поднимают нос, и они приходят, волей-неволей уже привыкли к этому, и кажется, что они более, такие, зазнаистые, что ли. Вот. А на самом деле они просто привыкли так. Поэтому, когда вы выходите на сцену, даже люди невысокого роста, будьте внимательны с носом, потому что все сидят, вы в любом случае выше. Если я буду рассказывать вот так вот, как вы будете ко мне относиться? Ну-ка. Вы хорошие отношения? Нет, не хорошего, ничего. А если я буду смотреть вот так вниз, ваш подбородок, понятно, другое. Смотрите за носом. Это просто замечание по поводу наших носов в СКВ. Итак, ресурсное состояние создали. Или создали? Создали. Еще будет один вариант, как создать ресурсное состояние, но это чуть дальше. Итак, рукопожатие. Помните, когда женщина встала, мы встретились и руки пожали. Это первое тактильное общение, это очень важное тактильное общение. Вот руку можно подать прямо, вот так. Можно подать так, типа дайте что-нибудь. Или вот так. Я начальник, я командир, я давлю. В любом случае, она должна быть сухой. Она не должна быть мокрой лягушкой. Чтобы рука была сухой и приятной, сумку перед этим, которую вы идете, несете портфель, нужно держать в левой руке. Если у вас потные руки, бывает такое, надо подержать или в холодной воде, или за что-то холодное, за бутылку взять что-то, за холодное. Тогда кровеносные сосуды сжимаются, и у вас получается сухая рука. И поэтому рука должна быть совершенно сухой. Это очень важно. Потом она не должна быть тряпкой. Очень часто, достаточно часто. Женщины, даже это не относится к женщинам, подают руку. Тряпку же неудобно держать. А другая крайность – это тиски сжимают так, что я вот вас так уважаю, что готов руки переломать вам, пальцы сломать. Поэтому рука должна быть нормальной, сухой, лучше теплой. Посмотрите, как манипулируют жестами политики. Трамп, он положил руку так. Ну что, Трамп слабее, чем президент Украины бывший? Вот так. Трамп говорит, он же не сказал «дайте». Он предложил игру. Это очень серьезный жест. Трамп прекрасно знает этот жест. Поэтому Меркель очень скептически к этому отнеслась. Она тоже прекрасно знает игру. Люди, которые занимаются серьезной политикой, люди, которые занимаются серьезным бизнесом, это изучают, это прекрасно знают. Запомни это тоже надо всем знать, как руку повернуть и как с ней манипулировать. Итак, посмотрите, Меркель обратила внимание, Путин также обращает внимание, вон в том углу. Он тоже скептически относится к этому. Но он вынужден подать руку, чтобы не было паузы плохой сверху. Но когда тот же Путин оказывается в этом положении, он сам выворачивает руку прямо, чтобы Трамп не смог ее подложить. И получается нормальное рукопожатие. Вот такое. Это очень сильный кадр. Я его сейчас увеличу, чуть-чуть расскажу побольше. По протоколу, а это очень серьезная штука, при встречах разных высокопоставленных лиц учитывается все, до нюансов. Путин на 20 сантиметров ниже Трампа. То есть Трамп вот так, вот столько, а Путин вот такой. Посмотрите, кто здесь выше? Никто. Они сидят на ровном, на одном месте. У Путина выше стул, а у Трампа стул с подпиленными ножками. Они на одном уровне. Вот как это важно. Но я хотел еще вот что обратить внимание. Посмотрите, где пальцы у Трампа. И у Путина там же. Эдис, подойди, пожалуйста. Я сейчас покажу немного. В чем здесь фишка? Нет, давай, поздороваемся. Ты Трамп, я Путин. Давай руку. Ой, Господи, я забыл, что он не так здоровается. Будь любезен. Вот мой сосед покойный. У него свои там. Вот, смотрите. Положи палец вот сюда, на
Вот сюда, на эти сухожилия. Вот. И у меня здесь, видите? Теперь попробуй надавить этим пальцем. Дави сильно. Видите, он меня выворачивает. Это болевой прием. Я также могу его вывернуть. Видите? Это болевой прием. Спасибо. И они знают этот болевой прием. Это, кстати, эту способ пожатия я узнал на лекции, здесь кто-то выступал, Алана Пиза. Очень многие его знают, пожалуйста, посмотрите в интернете, много. Это действительно специалист большой из Австралии, который прекрасно знает эту тему, как поздороваться и как руки пожать. Еще одна версия рукопожатия, которую услышал на этой лекции. Президент маленького роста, нынешний, и бывший президент высокого роста. Они тоже разного уровня. Посмотрите еще, как они здороваются. Будь любезен, еще один вариант. Так, я маленький. Вот смотрите. Вот так нормально. Отличное рукопожатие. Давай туда на камеру. Видите, вот так. Так. Вот так я сделаю. Тоже все в порядке. Я его уважаю. Видите, я его уважаю. Вот так я тоже уважаю его. Но вот так это захват борцовский. Это тоже агрессивный прием. Спасибо. Более того, человек маленького роста, продлив сюда руку, он увеличит себя в размере. Это тоже ход. Хотя Зеленский, это нынешний президент Украины, он как профессиональный актер, скорее всего, это сделал, не как опытный политик. Ну, он до этого дойдет. Как вы думаете, на что в первую очередь обращают внимание мужчины, глядя на женщин? Какие версии? Можно кричать, я буду говорить. Глаза. Какие еще? Волосы. Что еще? Грудь. Еще что? Ноги. Зубы. Хорошая версия. Как у коня, да? У коня тоже надо в зубы смотреть. Правильно. Первое, это... Я взял книжку, правда? Это осанка. Первое, на что обращает внимание мужчины, глядя на женщину, осанка. То же самое и наоборот. И Лиза, обучившись каким-то своим первым навыкам, счастливо ложится спать, перед сном поет песню. Она такой быстрый проходящий кадр, что не все замечают, что она положила книжку на голову. А это один из вариантов изготовления из себя правильной осанки, делания правильной осанки. Вот сейчас я продемонстрирую. Это я посмотрел то же самое. Это таковому учат рекламные модельные агентства. Когда женщина кладет книжку вот так вот, они ходят по подиуму так. Но я вам скажу, что это не самый эффективный способ сделать хорошую осанку. Я считаю, что более эффективно вот следующее. А покажите пляж, а там тоже на осанку буду смотреть. Пляж? Да, пляж, около моря. Да, на осанку, конечно. А вы, ну, у каждого свой вкус. Подискутируем на эту тему, да? У меня есть другая версия. У меня тоже. Вот так встаньте перед тем, как вы выходите из дома. Прислонитесь к стеночке всеми частями, которые здесь показаны. Пятками, вот на то, что я обращаю внимание у женщин, на спинку и на голову. Вот так вот, постойте чуть-чуть и выходите из дома. Несколько шагов. У вас создастся память мышечная. И вы пройдете в правильно... Не нужно книжку... Вы не пойдете с книжкой на голове по улице. Естественно. Вот так вот. Это первый элемент создания еще второго хорошего ресурсного состояния. Следующий элемент другой. Вот массовка. Голливудская массовка, которая под музыку ходит голливудским шагом. Голливудский шаг, это так сейчас называется. Ну, в принципе, он пришел из Парижа. А в Париж он пришел где-то в районе 18-19 года, когда после революции в России высший свет удрал в Париж, и там женщины, чтобы как-то себя поддержать материально, стали работать манекенщицами. Вот эта статусная походка пришла оттуда. Статусная походка. Статусной походке учатся не только политики. Жены бизнесменов, можно посмотреть, также этому учатся. В чем фишка этой статусной походки? Я взял вот этого человечка, вот он. Нужно наступать на выпрямленную ногу. На выпрямленную ногу. Вот. Вот линия.
Если мы будем сгибать ногу, то получится вот так. Понятно, что вот так вот не ходит статусный человек. Как-то я в одном из модельных агентств мне рассказали способ, как научиться ходить именно этой походкой. Представьте, что у вас каблук не на пятке, а вот здесь посередине ноги. Вот окончание вашего каблука, вот опора. Если вы будете вот так вот ступать, у вас появится настоящая голливудская походка. Для чего вообще она нужна? Но чтобы создать себе ресурсное состояние, нужно встать к стенке, пройти полкилометра статусной походкой, и у вас создаться вот это вот правильное ресурсное состояние самоуважения. Это третий способ создать ресурсное состояние. Более того, помните, я назвал ту женщину, которая вышла из-за стола директора? Она сейчас до сих пор директор. Она всегда ее принимают директором. Она всегда работает директором. И вот она сделала несколько шагов, статусных шагов, с выпрямленной спиной, с хорошей посадкой головы, и я принял ее за самого сведущего, компетентного человека. Вот тут вся структура ног, архитектура, конструкция показана. Вот модель идет на вытянутую ногу, абсолютно вытянутая нога, вступает на эту точку. Вот тут она задрапирована, но тоже мы видим, посмотрите, это не специально, я хочу, чтобы вы ходили как модели, нет, но посмотрите внимательно, как ходят у нас женщины. И вы поймете, вот просто идите по улице и остановитесь, посмотрите. Очень многие идут вот так вот и быстро-быстро. Лет 100 назад была написана книга, где сказано, что женщина с быстрой походкой – это кухарка, которая бежит на рынок покупать курицу для своей госпожи. Если вы идете медленно, то вы лентяй. Но при нормальной походке вот этой вот, я сам на себе проверял, создается хорошее впечатление и создается о себе любимом в первую очередь. Вот эта формула, может, кому-то уже знакома. Я год, наверное, два пытаюсь понять, чем отличаются наши поколения. Я из поколения бэби-бумеров, вот эти вот, рожденные до 1963 года. И Стив Джобс оттуда. Все, в общем, все, кто придумали современную технику, современную технологию, они оттуда, из бэби-бумеров. Поэтому поколение Z, вот после миллениума, так называемые, вот эти вот миллениалы, после, как называют, забыл как-то. Вот бывает провал. Все эти поколения до сюда, они почти похожи. Вот это совсем другое поколение, оно не борется за выживание, оно борется за статус больше. Они другие. Мы интересны друг другу, но они совсем другие. У них мышление, одно мышление, которое в данный момент, сейчас они живут, второе мышление, которое они в одной сети, третье мышление в другой, они многогранные. У них совершенно другой подход к жизни. Это естественный подход. Я вот думаю, какого черта я изучаю эту походку, зачем все это надо? Они придут, люди, родившиеся всегда в кроссовках, они родились, засунули ноги в кроссовки и ушли в свой параллельный мир. Зачем это надо? Так вот, я не так давно понял, что надо. Я пошел в банк получить справку. Мне нужна была бумажка. Я подошел, там такие аппаратики, нажать кнопочку, получить талончик, сесть и ждать своего номера. По залу ходила женщина, работник банка, все было нормально надето, юбка ниже колена, каблуки. И она ходила туда-сюда, скорее всего, какой-то руководитель. Но это женщина, которая не любит ходить на каблуках. Лучше бы она ходила в кроссовках, хотя это ничего не изменило. Люди, которые сидели в зале, там были все поколения, был бум такой в то время, в тот момент. Очередь стояла. Никто на нее внимания не обращал, никто. И потом, через некоторое время, в зал зашла женщина, клиент, скорее всего, из соседнего офиса. Такого же возраста, лет 40, может, 35. Тоже юбка ниже колена, тоже каблук, ну, может, чуть-чуть повыше.
Только цокала каблуками, она так процокала к этому аппаратику, нажала кнопочку, взяла талончик и села. Все, кто был в зале, подняли головы, миллениалы, центениалы, вот центениалы это. И за ней проследили туда и сюда. Две женщины. На одну обратили внимание, на другую нет. И я понял, в чем дело. Я так думаю, что я понял. Вот эта пирамида, я ее изобрел приблизительно 10 лет назад. И продал одной из уважаемых фирм. Это пирамида Маслоу, это графика моя. Не Владимир, но это другое Маслоу. Это Маслоу. Да? Вот он. Абрахам Самуилович. А у нас Владимир, отчество. Это другой, видите, Маркович. Так вот, хозяин этих пиктограмм сейчас сидит в зале. Совершенно случайно. Ну вот, но мне они очень нравятся, я их использую сам. Так вот, посмотрите. Все главные функции по пирамиде Маслова находятся внизу. Поесть и размножиться. И если даже поколение Z, которых больше интересуют вот эти вот части, то в любом случае размножение-то у нас все равно происходит тем же самым старым способом. И мы всегда будем обращать внимание на самку. Самку на самцы, самки на самцов, самцы на самок. Наш ДНК от обезьяны отличается на 2%. То есть мы такие же животные. И пока это будет, статусная походка, хорошая спина, улыбка, взгляд всегда будет цениться у женщины. Улыбка – это третье, на что обращают внимание мужчины, женщины то же самое. Улыбка. Первая осанка, походка и улыбка. И Лиза первый раз вышла в свет. Это экзамен для нее. Вон там профессор смотрит внимательно, как бы она произносила четко слова. Полковник смотрит за ее осанкой, за ее поведением. Она произвела блестящее совершенно впечатление. Вот тут она очень старательно садится на стульчик. Помните, я сделал замечание в самом начале? Женщина встала из-за стола, начальница, встала, прошла, потом повернулась спиной, зашла и села. Сейчас будем учиться вставать и садиться, так же, как и Лиза. Значит так, внимание, у меня большая просьба. Я буду делать паузы, чтобы успевали переводчики. Просьба такая. Запомните сейчас свое положение ног. Вот какое оно у вас сейчас есть. Это очень важно для вас. Это будет урок для вас. Представьте, что ваши ноги приклеены к полу. Их сдвигать с места нельзя. Я сейчас хлопну в ладоши, и вы все встанете, не меняя положение ног. Как у кого получится. Внимание! Не менять положение ног, не двигать ногами. Понятно? Я хлопаю в ладоши, мы все встаем. Ноги не трогать. Вот как вы сидите, вот так вы должны вставать. Понятно? Внимание! Что получится, то получится. Внимание! Встали! О, попадали стулья, отлично, я этого ждал. Стулья падают, скрипят, кто-то вот остался на ноге, блестящий. Посмотрите, ой, как бы камеру сюда поставить. Посмотрите, мужчина остался в вот такой позе. Сереж тоже. Ладно, ноги можете опустить. Пока не садитесь, стоять, пока стоять. Можно встать, но только на две. Итак, садиться и вставать тоже надо уметь. Этому учат в актерских. Так, Влад, давай, поднялись. Вы думаете, такие мастера вставать, садиться? Вот встань, и у тебя стул упадет. Резко только встань. Ну вот так. Теперь, будьте внимательны. Садиться нужно так. На стулья вы не смотрите. Вы чувствуете коленками спинку стула. Вот так чуть-чуть подвиньтесь. Почувствуйте, где спинка стула. Подходите к стулу. Нет, сиденье, на котором... Встаньте ближе. Ты чувствуешь, да? Вы чувствуете? Чуть-чуть. Кат. Чуть. Он уже упадет мимо. Так, почувствовали? И теперь одну ногу чуть-чуть заведите назад туда, внутрь. И садитесь. Медленно садитесь. Любую ногу.
Опорную. Сели. Стоп. Хорошо. Сели. Так. Все отлично. Стоп. Запомните это состояние. Не меняйте положение ног. Сейчас я включу схему. Для инженеров будет понятно, что это такое. В первом случае, когда вы вставали, центр тяжести сидящего человека вот здесь находится. Вот здесь. Поэтому встать было тяжело. Им приходилось сюда падать. Либо они падали, либо стулья отъезжали туда-назад. Был грохот. Вот там что-то падало, вот там что-то заскрипело. Там даже постесняли встать, поняли, что чем это грозит. Вот центр тяжести уходит от опор. Это для инженеров, объясняю. В этом случае, когда у вас одна нога сзади, у вас центр тяжести приходится между опорами, вам будет легче встать. Вот как сейчас есть, пожалуйста, встаньте, вот как ноги запомнили. Вот. И также сядьте мягко. Вот. Так вот, в чем фишка? В самом начале я предупредил, что сейчас мы будем вставать. Опытные люди мгновенно приняли позы правильные, подставили ножки в нужный момент. Те, кто неопытные, оставили ноги впереди или где-то так, или вот так, как Сережа. Когда вы идете на консультацию, на презентацию или на беседу с будущим инвестором, вы знаете, в какой момент вы будете вставать, когда закончена беседа. Вот так же, как эта женщина, которая была директором, она знала, что будет вставать. Поэтому, когда вставала, у нее стул не уезжал никуда, ничего не кипело. Она встала и села, вот как вот сейчас вы научились. Поэтому учат в театральных вузах. Теперь вы уже практически курс вставания и посадки прошли. Очень хорошо. Идем дальше. Перевести успели? Я считаю, что вот эта сцена одна из вообще лучших сцен мирового кинематографа. Элиза вошла в рожь, в азарт, говорит абсолютно правильно. Ее контролирует ее учитель, профессор, и она идеально говорит. Но говорит она, по-русски называется ахинея, полную чушь. Она говорит, какой у нее отец алкоголик, что мама чуть не, ну она была более грубыми словами, чуть не умерла, ее стали отпаивать спиртным, она очухалась и чуть не перекусила ложку. Там очень интересная сцена, но она говорила абсолютно серьезно, как настоящая леди. И все ее воспринимали как человека своего круга. А, собственно говоря, текст был в данном случае не важен. Она могла просто читать телефонную книгу, и все равно бы ее слушали. Да, она своя, свой, чужой. Ее принимали только методом просто невербальных коммуникаций, не учитывая текста. Женщины бы могли сказать, ну да, конечно, там Голливуд так красиво всех одевают, попробуй такая женщина красивая, да еще в такой шикарном наряде, ее, конечно, примем за свою. Да, это так. Вот Элиза в этом замечательном лососевого цвета платье пришла оттуда, туда, где она раньше жила, и ее не признали. Только потому, что она была одета по-другому, только потому, что она правильно ходила, с правильной посадкой, и она правильно произносила слова. Ее не приняли. Свой-чужой. Это очень важно, вот эта фраза. Сейчас поговорим чуть-чуть об одежде. Но мы говорим только о том, что в первые вот эти вот 30 секунд. Поговорим об одежде. Есть такая замечательная шутка, чем отличается клоун от плохо одетого мужчины. Клоун знает, над чем смеются. Я жду перевода. Клоун знает, над чем смеются. Сейчас будем смеяться над мужчинами побольше и немножко над женщинами. Это министры иностранных дел, реальные министры. Здесь есть российский министр, есть немец, француз, еще один. Представьте, что вы очень высокопоставленные лица, ну, предположим, короли Испании или королева Англии. К вам пришли министры иностранных дел, чтобы продать свое государство. Говорит, что у нас замечательное государство, супер, у нас количество людей, ну, в данном случае более 40 миллионов человек. Мы такие богатые, супер-пупер. Только глядя на их брюки,
Кому вы поверите? Вернее, кому вы не поверите, что у них богатое государство, состоявшееся государство? Первому и четвертому. Чтобы определиться точнее, я открою чуть больше. Понятно, что первому. Первому вы не поверите. Это только по костюму. Кстати, заметьте, что у них пуговицы, у всех от нижнего пиджака нижние пуговицы расстегнуты. Это все правильно, по правилам Бонтона, все верно. Но по костюмчику я сейчас открою головы, чтобы вы поняли, что это за министры. Ну да, так я открою. Когда вы продаете свой продукт, вы должны для продавца, как продавец, вы должны для своего покупателя быть своим, стать своим. Это не значит, что вы должны обязаны одевать такие же шикарные костюмы, как у покупателя, но вы должны соответствовать этому. Стараться. И он тогда увидит, да, этот молодой человек, он продает мне, и я ему поверю. Он мне продает качественный продукт, качественно оделся и очень старается мне его продать. Мне продать. Если вместо него будет такой пацан, конечно, несоответствие. Свой, чужой явно определяется. Я специально повторяю этот кадр. Я уже несколько раз его показывал на разных лекциях в разных городах и странах, потому что это встречается до сих пор. В Европе меньше. Да еще интересно, мне нравится, когда вот такой молодой человек в майке скажет, по моему личному мнению, вам этот Skyway лучше всего подойдет. Ну, я так утрирую. По моему лучшему мнению. Какое он может мнение создать вот для этого джентльмена? Он ему не поверит, он уйдет. Поэтому свой или чужой определяется не только по личному мнению, а даже просто по одежде. Вы должны быть очень близки в одежде. Внешний вид должен соответствовать поставленной цели. Внешний вид должен соответствовать поставленной цели. Сейчас я скажу фразу, как бы я сказал это. Что продаешь? Я рекламщик, я фрейдист, поэтому у меня будет много зацепок, вот как говорил перед этим мастер, наш режиссер, что никуда не денетесь, вы будете все равно по половому признаку определять человека, к этому относиться. Помните, я показал пирамиду Маслоу? Все внизу, никуда мы от этого не денемся. Поэтому что продаешь? Это очень рекламная фишка, очень рекламная фраза. Сейчас я буду показывать, что мы продаем в данный момент. Что продает в данный момент вот эта девушка? Она просто вышла представить мужчину. Понятно, что юбка не того размера. И все внимание на вот эту юбку. Но самое смешное, поведение этого еще мужчины. Где у него рука? В кармане. При такой женщине, да еще рука в кармане, да еще про инвестиции они тоже говорят. Совершенно другое мнение создается об этой сцене. Что продаем? Что продает вот эта ученица, выпускница тренинга по ораторскому мастерству. Я сейчас буду показывать кадры, только связанные с ораторским мастерством. Исходя из фразы «бей своих, чтобы чужие боялись», буду показывать только своих. Вот эта девочка замечательно все держит. Говорит, вот такое, ее научили открыть ладошки, сказать «здравствуйте». Но куда смотрят мужчины, всем понятно. Некоторые даже заметили побитые коленки. Я как дизайнер и как художник очень обращаю внимание вот на на флипчарт. Помните, я выскочил сегодня с утра? Это очень больная тема, действительно больная тема. Я сейчас еще чуть-чуть скажу. Когда вы выходите сюда, все говорят, особенно, да практически все, я не художник, я начинаю рисовать. Тут не надо быть художником. Я могу вас обучить за полчаса, как все это делать. Всю Академию художеств я сюда вложу. Тут главное физиология, а не художественное мастерство. Вон там не видно, и вон там, здесь ничего не видно. Вы не видите, что здесь нарисовано. Поэтому тут другие функции. Поэтому я смотрю еще сюда. Но мы сейчас смотрим на коленки у девочки. Вот эта женщина прекрасно читает свою тему. Она читает, как разбить презентацию на вот эти фрагменты, то, что нам сегодня сюда еще и показывали. Тема замечательно читает. Никакой претензии к тексту.
Куда мы смотрим? Мы смотрим туда, откуда торчит микрофон. И мы в любом случае будем туда смотреть. Мы в любом случае будем смотреть на этого мужчину, который тоже блестяще читает свою лекцию, но... Вот, я даже не сказал, веревочки. А когда он еще ходит, они еще вот так болтаются. Вот я поймал реакцию этой женщины. Ухмылка, она поймала этот нюанс. Хотя мужчина говорит совершенно правильные вещи. Он профессионал. Еще маленький нюанс. Помните, говорил, что мы отличаемся от обезьян на 2% ДНК? Вот это, кстати, очень хорошая лекция. Но я в ней вижу обезьяну. Очень грамотно. Ручки на правильном уровне. Она говорит вот так. Ну нельзя же быть волосатой. Она же женщина. Хотя, может, такие тоже есть. Вот тут более тонкий момент. Тут все хорошо. Очень хороший текст. Очень хорошие съемки. Но фишка вот в чем. Когда вы выходите в блузки или рубашки с геометрическим рисунком, не поперек, да, а вот таким, и вы разводите руки вот так, если особенно у вас пышная грудь, здесь не такая большая грудь, здесь повезло, то у вас здесь работает как гармошка. Трын-трын, трын-трын. Поэтому лучше всего в однотонном или очень сложном рисунке, где непонятно движение. Это нюансы. Вот еще один важный нюанс. Я сделаю паузу. Рассмотрите это безобразие без слов. С правой стороны президент Франции. Как вы думаете, президент Франции даст руку, будет с удовольствием пожимать руку вот этому человеку, у которого пиджак заправлен в ширинку? Да, в туалете жена заправила. Да. Это уже грань. Конечно, казусы бывают. Разумеется, ошибки совершают все. Но перед тем, как выходить куда-то, существуют зеркала в тех же самых туалетах. Вы помылись, вы помыли руки, вы пришли после обеда, у вас на лацканах могут быть крошки. На темном это очень сильно видно. И если вы не будете обращать внимания, не стрясете, все будут смотреть на эту крошку. Тем более вот на это вообще безобразие. Конечно, видите, же попало даже в прессу. Это кошмар. Но это смешно. Сейчас я продемонстрирую еще один момент, который я увидел на лекции Алана Пиза. Брутальный молодой человек. У него салат застрял в зубах. Он после обеда не посмотрел в зеркало, и когда он говорит, у него все время вот это место открывается, закрывается, открывается, и мы всегда будем обращать внимание сюда. Всегда. Чего здесь не хватает на этом рисунке? Кто-нибудь заметил? Сейчас покажу. Смотрим сюда, за рукой. Я ему ухо отрезал, а вы даже не заметили. Смотрели вот на эту точку. То есть даже любые точки, любые крошки обращают на себя внимание. И сразу портят о вас впечатление. Первое впечатление. Конечно, бывает все. Бывают такие казусы. Перед тем, как вы выходите, вот надо выходить, а вы случайно выпили кофе вон там, а вам нужно сейчас читать презентацию. Переодеться некогда. Единственный способ выйти из этого положения – это посмеяться над собой. То есть рассказать то, что вот произошло, вот это вот. Если вы придумаете удачную шутку, то есть вы вообще победили, считайте. Потому что вы скажете, я такой же, как вы. Да, мы такие же, как вы, мы тоже пачкаемся. Если была шутка удачной, вы еще больше поднимете свой статус. Умейте создать в публике вот такое вот состояние. Если все будут вот такими, вы победили. Даже если вы будете полностью облиты кетчупом. Разглядите повнимательнее, да? Помните эту девочку, которая стояла вот этих коротких шортиках с побитыми коленками? Это ее тренер. Really? Действительно, это так. Я ничего не изменил. Поэтому с слайду я могу прочитать 4 лекции. Как работать с флипчартом, как использовать значки лайки. Не во всех странах лайки – это лайки. В Турции или в Греции вам за это в морду могут дать. Это отдельная тема.
конечно, вот эта поза, он попал в прожектор. Иногда попадаешь, вот я тоже иногда попадаю, довольно смешно получается, у меня на голове всякие штучки. Есть, когда снимают профессиональную рекламу или кинофильмы, всем актерам на полу рисуют кресты, на асфальте рисуют кресты. И когда актер идет в кадр, входит, он становится на этот крест и произносит этот текст свой. А нам кажется, они свободно ходят. Нет, они привязаны к этим крестам. То же самое есть зоны, в которые нельзя вступать здесь. Вот он вступил в зону, это профессиональный тренер, который вступил в зону запретную. Там вступать нельзя. Я тоже, видите, стараюсь так вот бегать туда-сюда, потому что есть здесь точки, где вставать нежелательно. Хотя я должен попасть на камеры, я обходить должен колонну, чтобы у меня вот товарищи из Грузии все меня увидели. Вы видите меня, да? Ну, колонна, извините, мешает. Ну, всякое бывает. Вот. Поэтому будьте внимательны, когда вы выходите. Проверьте заранее, откуда идет источник света. И четвертая лекция об этом жесте. Я об этом жесте могу прочитать лекцию на минут на 20. Сейчас я это буду не делать. Есть разные жесты. Вот этот жест, вот который он показывает, в этом видео называется ромб Меркель. Есть такой жест. Есть вот такой жест. Вот этот. Есть вот такой жест. И есть вот такой жест. Они одинаковые. Вот. Вот, ребят, да? Вот так. Надо отличать эти 4 жеста. Когда вы стоите, держите руки вот так, неудобно. Это в позе сидя лучше. Лучше держите так. Все остальное я потом расскажу, приглашайте. Почему так нельзя не держать в следующей лекции. Вот известный российский журналист, он сидит, у него руки вот так. Это очень хороший жест концентрации, он идет из йоги. Там идет внимание на ладошки, там идет тепло, очень хороший жест. Но он очень красив в сидячем положении, при переговорах сидя. Вот моя сейчас любимая тема – переговоры сидя. Но мы сегодня только первые 30 секунд проходим. Вот куда девать руки, когда вы сидите, тоже очень интересная тема. Следующая тема, которая будет влиять на отношение к вам, это запах. Я сейчас сделаю укороченную версию. Там очень интересная тема. Ее почему-то очень мало почему про нее рассказывают. Не знаю почему. 2% информации мы получаем от запаха. Но мы можем угробить запахом все впечатление о себе. В детстве, когда мы еще в утробе, на 8-м месяце беременности, плод, ребенок внутри живота, первое чувство, которое у него появляется, это запах. И поэтому, когда он рождается, он идет на запах мамы. Не на вид мамы, не на ощупь, естественно, где-то мама моя. Он идет на запах. Это очень важно. Потом мы об этом не запоминаем, но этот запах очень важен. Запах, который нам в детстве показался хорошим, нам всегда будет нравиться потом. Есть такой замечательный ролик в Ютубе, выступает, вернее, один китаец, пожилой, открывает пакетик с рыбой закрытой, и она создает жуткий запах. И он с удовольствием все разбегаются вокруг. А он ее с удовольствием ест, потому что эту рыбу любил отец этого человека. И поэтому ассоциация с этим запахом на его отца. Но я не уверен, что все запахи, которые вы принесете на встречу, на беседу, на консультации или на презентации, будут интересны вашему оппоненту. Запах – это агрессия. Мы входим в чужую зону. Это агрессивный жест. И если этот запах будет не нравиться этому человеку, вы провалите. А это может запах быть духов женщины, которая его бросила. Или духи его начальника ненавистного. Это агрессия. Человек можно определить 2 вида запахов. Первый вид запаха – это доминант, доминирующий, то есть доминирующий самец или самка, и запах страха. Собаки и там, кошки могут огромное количество запахов запоминать, а человек только 2 определяет четко. Поэтому, когда вы приходите неподготовленные, и от вас будет исходить запах, который вы даже не почувствуете, но на подсознательном уровне вы будете бояться, и этот запах страха почувствует ваш оппонент. А если вы еще придете, задрав нос,
вот так у вас будет доминирующее знание, я все знаю. Да что ты мне рассказываешь? Вы даже не будете ничего говорить. Этот запах доминанта будет чувствовать другой оппонент. Поэтому двоечники пахнут плохо. Здесь только на русском языке я просил переводчиков еще дня 2 назад перевести эту фразу. Двоечники пахнут плохо. По-английски скорее будет все это по-другому немножко звучать. То есть человек, не знающий, не подготовленный, плохо обучающийся, от него будет всегда пахнуть плохо. Пахнет всегда чужой. Есть социальный запах. Ну, например, рабочие в цеху. Вот я работал на заводе, я работал наверху в конструкторском бюро, а внизу работали мужики. Нормальная работа. Варили металлоконструкции, вот тем, чем занимаются сейчас юницкие, эти фермы, все. Они, ну, как нормально рабочие были, потели, грязная работа. И вот когда кто-то из них приходил наверх в конструкторское бюро, сразу ощущался запах другого человека. Например, если я спускался вниз, они тоже чувствовали, что я другой, я чужой для них. Понятно, что вот я, например, люблю чеснок. Я знаю еще тут несколько человек, которые мне признались, любят чеснок. От меня должно пахнуть чесноком при всей моей любви. От меня может пахнуть костюм, одежда, если я зашел в кафе, там, где замечательные пирожки продают с капустой. И там запах, который в меня впитался. И вот я, представьте, я прихожу к своему начальнику, руководителю, и начинаю пахнуть кислой капустой. Все меняется. Самый лучший совет, который я слышал, такой: не раздражайте. От вас не должно ничем пахнуть. Этот совет был дан одним российским журналистом. Он читал лекции. Я не буду называть, чтобы не рекламировать. Вот. Не раздражайте. Для профессиональных журналистов это важно. То есть, если по вашему следу идет собака, ну, конечно, она вас найдет. Если по вашему следу идет человек, он не должен вас обнаружить. Теперь чуть-чуть про носы. Бижутерия. Это важно для женщин. Когда вы выходите на презентации или на консультации, у вас не должны быть яркой бижутерии. Сильной бижутерии, которая берет внимание. У этой женщины мне все время хочется вытереть нос, как будто у нее сопли текут. Или вот эти вот штучки, которые похожи на прыщики. Вот эти вот. Пускай это очень красиво, но на презентациях они не должны быть. Это раздражает. Не раздражайте. Чуть-чуть про макияж. Мужчинам макияж не нужен, они не делают. Для женщин макияж важен. При искусственном освещении, это совет фотографов, при искусственном освещении лицо сереет, делается серым. Поэтому легкий макияж на женском лице обязателен. Но это не должен быть макияж желтых и фиолетовых оттенков, потому что это дает совершенно жуткий результат. Зеркало. Сейчас я буду показывать, как нужно смотреть на себя в зеркало. Мы все умеем как бы смотреть на себя в зеркало. Но будьте внимательны. Это уже опять из модельного бизнеса. Дело в том, что мы, когда смотрим в зеркало, особенно женщины, смотрят так, прямо в лоб смотрят, так? Или так ножку отставят, вот так максимум, так? И все. То, что у нее творится за спиной, она практически не видит. Помните, я сказал, эта женщина встала, подошла, пожала руки, развернулась ко мне спиной и села. У меня не было никаких претензий, поэтому будьте внимательны, женщины. Когда, и мужчины, кстати, в том числе, берите зеркало, когда смотрите в зеркало перед выходом, возьмите зеркальце маленькое, встаньте вот так вот и посмотрите на себя сзади. Вот так. Или лучше всего в динамике. Я не должен знать конструкцию вашей нижней одежды. Это важно. Потому что спереди она может быть выглядеть совершенно по-другому. А когда вы поворачиваетесь и идете, это другое. Конечно, спасают более свободные наряды. Ну, в общем-то, в зеркало нужно смотреть с двух сторон. Итак, Элиза научилась всему. Она уже вошла в свет, она уже была представлена на самом высшем уровне, она победила, она научилась манипуляции. Манипуляции невербальные. Говорить она, в общем-то, говорила практически то же самое, но вела совершенно как настоящая леди. Очень тонко манипулируя уже профессором. Пигмалион. Пигмалион – это когда скульптор создал
свою скульптуру и потом в нее влюбился. Скульптор, который вот стоит сзади, создал свою скульптуру и потом в нее влюбился. Но она манипулирует. Посмотрите, как она делает. Внимание для мужчин. Женщины могут не смотреть. Головка лежит на ручке, вот так, как на подушечке. Ушко открыто, шейка открыта. Это первый знак манипуляции. Мужчины, будьте внимательны. Женщины первым берут так. Потом они делают вот так. Показывают второе ушко, шейку и запястье. Это второй этап манипуляции. После этого считайте, что вы погибли. Кто-то автоматически, а кто-то специально. Был вопрос, автоматически, специально. Женщины делают это все автоматически, специально. Они это уже в крови у них, понимаете? Вот это же в крови. Человек может различить 250 тысяч мимических искажений лица, 5000 жестов и 1000 поз. Замечательный язык, как сейчас говорят, у меня есть для вас шикарная, хорошая новость. Этот язык учить не надо. Мы его все знаем. В китайском языке 85 тысяч иероглифов. И только 2000 используются серьезно. Все остальное про запас. Я посмотрел речи Гитлера и Геббельса. Насчитал у Гитлера основных 6 симметричных и 2 несимметричных движения. У Геббельса было только 2, которые он украл у Гитлера. Но сделанные вовремя и в нужный момент под нужный лозунг, это имело огромный успех и огромное воздействие. То есть определенные жесты, есть классические жесты, которые, конечно, нужно изучить. Какими жестами не убить презентацию, какими можно убить презентацию. Видите, я даже вот это показываю. Вот этот жест убивает, например. Вот так мы летим вверх-вперед. Их очень много. Но это уже другая тема, это другая тема разговоров. Сегодня я, конечно, закончу вот это выступление на вот этом вот замечательном кадре.